Урок 1. Управление временем. Привет, Анна. Здесь то же самое. В последнее время я изо всех сил стараюсь уложиться в свой график. Как насчет тебя? Привет, Джон. Я могу общаться. Управление временем может быть сложной задачей, особенно когда нужно совмещать множество задач. Совершенно верно. Я легко отвлекаюсь и не использую свое время по максимуму. Одна из стратегий, которая помогла мне, это определение четких целей на каждый день и приоритизация задач. Это хороший подход. Мне следует попытаться поставить перед собой конкретные цели, чтобы оставаться сосредоточенным и организованным. Еще один полезный метод – разбиение больших задач на более мелкие и более управляемые. В этом есть смысл. Разбивая задачи на более мелкие этапы, они могут казаться менее сложными. Да, и это дает вам ощущение прогресса по мере выполнения каждой небольшой задачи. Обязательно попробую. Есть ли у вас другие советы по более эффективному управлению временем? Одна вещь, которая мне подходит, это использовать планировщик или цифровой календарь для планирования моих занятий. Это хорошие предложения. Визуальное представление моего расписания поможет мне не сбиться с намеченного графика. Кроме того, важно выделять время на перерывы и уход за собой. Это помогает поддерживать производительность. Вы правы. Я часто забываю делать перерывы, и это в конечном итоге сказывается на моей производительности в долгосрочной перспективе. Помните, что все дело в том, чтобы найти баланс между работой и отдыхом. Перерывы на самом деле могут повысить эффективность. Я учту это. Иногда легко упустить из виду важность ухода за собой. Совершенно верно. Забота о себе имеет решающее значение для общего благополучия и эффективного управления временем. Спасибо, что поделились этими советами. Я ценю ваши идеи. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Помните, что правильное управление временем требует времени и усилий. Понимаю. Я начну реализовывать эти стратегии и буду работать над улучшением управления временем. Отлично! Уверен, что благодаря последовательной практике вы заметите улучшение в эффективном управлении своим временем. Спасибо. Я благодарна за вашу поддержку. Мы позаботимся о более эффективном управлении временем и повышении производительности. Урок 2. Рекомендации по аутсорсингу. Привет, Анна. В последнее время я читаю несколько отраслевых журналов. Должны ли мы рассмотреть возможность передачи некоторых из наших задач на аутсорсинг? Привет, Джон, это интересная идея. Аутсорсинг определенных задач может иметь свои преимущества. Какие задачи вы рассматриваете? Что ж, я подумывал об аутсорсинге нашей службы поддержки клиентов специализированному колл-центру. Это может быть хорошей идеей. Это позволит нам больше сосредоточиться на нашем основном бизнесе, обеспечивая при этом качественное обслуживание клиентов. Да, и это также может помочь нам сократить расходы в долгосрочной перспективе. Мы могли бы изучить различные варианты аутсорсинга и сравнить цены. Совершенно верно. Важно провести тщательное исследование и найти надежного партнера по аутсорсингу, соответствующего нашим потребностям.
Мы могли бы начать с того, чтобы связаться с несколькими аутсорсинговыми компаниями и запросить предложение, чтобы узнать, что они могут предложить. Это хороший план. Мы можем оценить их услуги, опыт и цены, чтобы принять обоснованное решение. Еще одно преимущество аутсорсинга заключается в том, что он обеспечивает доступ к специализированным навыкам и ресурсам, которых у нас может не быть. Это правда. Мы можем воспользоваться опытом профессионалов, специализирующихся в конкретных областях нашего бизнеса. Это также позволит нам легче масштабировать наши операции в загруженные периоды или когда нам нужна дополнительная поддержка. Такая гибкость может стать значительным преимуществом для нашего бизнеса. Мы можем более эффективно адаптироваться к меняющимся требованиям. Однако нам следует также учитывать потенциальные проблемы аутсорсинга, такие как связь и безопасность данных. Совершенно верно. Нам необходимо обеспечить четкую и эффективную коммуникацию между нашей командой и партнером по аутсорсингу. Кроме того, мы должны принять надлежащие меры защиты данных и обеспечить безопасную обработку конфиденциальной информации. Я согласен. Крайне важно иметь надлежащие контракты и соглашения для защиты наших интересов и сохранения конфиденциальности. В целом аутсорсинг может быть стратегическим шагом для нашего бизнеса, но перед принятием решения необходимо взвесить все «за» и «против». Определенно. Важно оценить потенциальные преимущества и риски и убедиться, что аутсорсинг соответствует нашим целям. Я рад, что мы это обсудили. Это дало мне более четкое представление о возможностях и соображениях аутсорсинга. Я рада, что смогла принять участие в обсуждении. Давайте продолжим изучение этой темы и примем взвешенное решение. Совершенно верно. Давайте соберем больше информации и сделаем продуманный выбор, который принесет пользу нашему бизнесу в долгосрочной перспективе. Урок 3. Туристические направления. Привет, Анна. Я изучал туристические направления, и мне нужен совет. Можете ли вы мне помочь? Привет, Джон. Конечно, я буду рад помочь. Какие направления вы рассматриваете? Я много слышала о заливе Халонг и Хаяне. Они оба во Вьетнаме, и я подумываю добавить их в свой список обязательных для посещения. Это отличный выбор. Я полностью согласен. Залив Халонг известен своими потрясающими известняковыми островами и изумрудными водами. Именно это привлекло мое внимание. Картинки, которые я видела, захватывают дух. Мне не терпится воочию увидеть эту красоту. Вы не будете разочарованы. В бухте Халонг можно заняться различными видами активного отдыха, такими как каякинг и прогулки на лодке, которые позволят вам исследовать завораживающие Прогулки пейзажи. на каяках и лодках – фантастический способ погрузиться в чудеса природы залива Халонг. Я обязательно попробую их. И не забудьте посетить близлежащие пещеры, такие как знаменитая пещера Сунг-Сот. Они словно спрятанные сокровища, ожидающие своего открытия. Я тоже обязательно исследую пещеры. Это придаст моему путешествию дополнительный элемент приключений. Теперь давайте поговорим о Хаяне. Хоян – очаровательный город, известный своей хорошо сохранившейся старинной архитектурой и ярким фестивалем фонарей. Сочетание истории и культуры – вот что привлекает меня в Хоян.
Мне не терпится побродить по улицам этого города и погрузиться в его атмосферу. Обязательно посетите японский крытый мост, символ города. Это прекрасный образец японской архитектуры, имеющий историческое значение. Японский крытый мост определенно есть в моем списке. Мне нравится узнавать о разных культурах и их архитектурных влияниях. В Хаяне вы также найдете множество ателье. Он славится своей одеждой, изготовленной на заказ. Вы можете сделать уникальные вещи специально для вас. Это просто потрясающе. Одежда, сшитая на заказ, станет особенным сувениром из моей поездки. Обязательно загляну в ателье. Замечательно. Вьетнам – прекрасная страна, которая может многое предложить. Залив Халонг и Хоен – это лишь часть богатого культурного наследия этой страны. Не могу дождаться, когда смогу все это испытать. Спасибо за ваши рекомендации. Ваши идеи сыграли неоценимую роль в формировании моих планов путешествий. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Не забудьте попробовать местную кухню и пообщаться с дружелюбным вьетнамским народом. Совершенно верно. Попробовать местную еду и общаться с местными жителями – неотъемлемая часть моего путешествия. Я ценю твою помощь. Урок 4. Хранение секретов. Привет, Анна. Тебе когда-нибудь приходилось хранить секрет, который было трудно сохранить? Привет, Джон. Определенно. Бывали времена, когда мне приходилось закрывать губы и не разглашать секреты. Это может быть сложно, верно? Как вам удается сохранить секрет, не упуская его из виду? Один из способов, который я считаю полезным, напоминать себе о важности доверия и последствиях раскрытия секрета. Это хорошие замечания. Подчеркивание важности доверия может помочь нам сохранить тайну. Совершенно верно. Я также стараюсь избегать ситуаций или разговоров, в которых секрет может случайно раскрыться. Это разумная стратегия. Избежание потенциальных триггеров может снизить вероятность непреднамеренного раскрытия секрета. Еще я отвлекаю разговор, если кто-то начинает слишком близко подходить к теме секрета. Это умная тактика. Перенаправление разговора поможет избежать ошибок и сохранить секретность. Кроме того, я мудро выбираю своих доверенных лиц. Я делюсь секретом только с теми, кому полностью доверяю и знаю, что могу сохранить его в тайне. Выбор заслуживающих доверия людей имеет решающее значение. Передача секрета не тому человеку может привести к непреднамеренной утечке информации. Именно так. Очень важно оценить надежность и конфиденциальность людей, которым мы доверяем. Есть ли какие-либо методы, которые вы используете, чтобы противостоять искушению поделиться секретом с другими? Да, я напоминаю себе о возможных негативных последствиях и о том, как это может повлиять на человека, доверившего мне этот секрет. Отличное замечание. Рассмотрение потенциального вреда, который может нанести раскрытие секрета, поможет нам устоять перед искушением. Также важно помнить, что сохранение секрета свидетельствует о нашей честности и надежности как личности. Я согласен.
Быть известным человеком, которому можно доверить конфиденциальную информацию, это ценная репутация, которую нужно поддерживать. Определенно. Доверие – это фундаментальный аспект любых отношений, и его сохранение требует от нас соблюдения наших обязательств по сохранению секретности. Понятно, что сохранение секретов требует дисциплины и сильного чувства ответственности. Совершенно верно. Это навык, который со временем можно развивать и укреплять. Спасибо, что поделились своими мыслями. Было полезно узнать о различных стратегиях хранения секретов. Урок 5. Планирование путешествий. Привет, Анна. Я думала о нашей предстоящей поездке. Нам следует спланировать свой маршрут, чтобы ничего не упустить. Привет, Джон. Это неплохая идея. Мы можем включить в список как популярные туристические достопримечательности, так и жемчужины глухих троп. Определенно. Нам следует начать с изучения достопримечательностей и достопримечательностей этого места, которые стоит посетить. Да, и мы также можем проверить, проводятся ли во время нашего визита какие-либо специальные мероприятия или фестивали. Было бы здорово познакомиться с местной культурой. Это хорошие замечания. Мы не хотим упустить ни одного уникального культурного опыта. Мы должны отметить их в нашем маршруте. Совершенно верно. Также важно выделять достаточно времени на каждое занятие или аттракцион. Мы не хотим торопиться. Правильно. Нам следует учитывать часы работы музеев и других достопримечательностей, чтобы соответствующим образом спланировать свое расписание. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это доступные варианты транспортировки. Нам следует изучить наиболее удобные способы передвижения. Хорошая мысль. Мы можем воспользоваться общественным транспортом, например, автобусами или поездами, а также заказать экскурсии с гидом или взять на прокат велосипед. Также было бы полезно связаться с друзьями или знакомыми, которые уже бывали в месте назначения. У них могут быть рекомендации. Да, получение советов от инсайдеров может быть полезным. Они могут посоветовать вам спрятанные сокровища или местные рестораны, которые мы не нашли бы в путеводителях. Совершенно верно. Мы также можем использовать туристические онлайн-форумы или приложения для чтения отзывов и рекомендаций других путешественников. Отличная идея. Узнав об опыте других людей, мы сможем лучше понять, чего ожидать, и принять обоснованные решения. Мы также должны предусмотреть определенную гибкость в нашем маршруте, чтобы учесть неожиданные открытия или спонтанные события. Я согласен. Оставляя место для спонтанности, вы часто можете получить самые незабываемые впечатления во время поездки. Наконец, при планировании маршрута нам следует учитывать бюджет. Важно выделить средства на проживание, питание и развлечения. Совершенно верно. Мы не хотим тратить слишком много средств или быть застигнутыми врасплох непредвиденными расходами. Составление бюджета – неотъемлемая часть планирования путешествий. Согласовано. Учитывая все эти факторы, мы можем составить продуманный маршрут, который позволит нам максимально использовать нашу поездку. Я с нетерпением жду начала планирования и позабочусь о том, чтобы у нас было незабываемое путешествие. Давайте начнем. Определенно.
Давайте соберем необходимую информацию и составим маршрут, сочетающий в себе лучшее из того, что может предложить место назначения. Я с нетерпением жду этого. Эта поездка будет потрясающей. Урок 6. Увлекательные увлечения. Привет, Анна. В последнее время я занимаюсь разными увлечениями. Было довольно интересно. А как же ты? Эй, звучит интригующе. Я уже давно занимаюсь различными хобби. Это отличный способ расслабиться. Это замечательно. Мне интересно, как давно ты занимаешься этими хобби? Что ж, некоторыми из этих увлечений я занимаюсь уже несколько лет, а другими я занялся недавно. Это впечатляет. Должно быть, полезно со временем развивать свои навыки. Я пытаюсь найти хобби, которым я смогу заниматься надолго. Есть предложение. Есть так много возможностей. Что вас интересует или что вы всегда хотели попробовать? Я всегда увлекался фотографией и живописью. Как вы думаете, это хорошие варианты? Определенно. Фотография и живопись– прекрасные увлечения, открывающие творческие возможности и возможности для самовыражения. Это приятно слышать. Я попробую их и посмотрю, какая из них мне больше всего нравится. Отличный подход. Изучение различных увлечений поможет вам раскрыть свою настоящую страсть. Мне также интересно научиться играть на музыкальном инструменте. Ты когда-нибудь пробовал играть на музыкальном инструменте? Да, у меня есть. Я играю на пианино уже несколько лет, и это было очень увлекательное путешествие. Это впечатляет. Как вы начали обучаться игре на фортепиано? В молодости я брал уроки и в конце концов полюбил играть. Практика и целеустремленность сыграли важную роль. Это вдохновляет. Я постараюсь найти класс для новичков по выбору инструмента. Неплохая идея. Обучение у учителя или участие в групповом занятии могут дать рекомендации и поддержку. Помимо хобби, занимаетесь ли вы физическими упражнениями или спортом? Да, верю. Мне нравится регулярно бегать и заниматься йогой, чтобы оставаться активным и вести здоровый образ жизни. Отлично. Физические нагрузки– отличный способ поддерживать тело и разум в тонусе. Совершенно верно. Упражнения и спорт помогают улучшить общее самочувствие и могут доставить массу удовольствия. Спасибо, что поделились своим опытом и предложениями. Мне не терпится продолжить изучение этих увлечений. Урок 7. Защита ценностей с помощью сейфа. Привет, Анна. Вы когда-нибудь думали об использовании сейфа для хранения ценных вещей? Привет, Джон. Да, у меня есть. Это отличный способ обеспечить безопасность и защиту важных вещей. Совершенно верно.
Банки обычно предлагают сейфы, которые обеспечивают безопасное хранение. Они действительно безопасны. Ящики обычно хранятся в хранилище с повышенными мерами безопасности. Верно. Хранилища оснащены системами наблюдения и контроля доступа для предотвращения несанкционированного проникновения. Приятно знать, что наши ценности защищены. Безопасность – главный приоритет. Определенно. Сейфы особенно удобны для хранения важных документов, таких как паспорта, завещания или документы о собственности. Они также отлично подходят для хранения ценных вещей, таких как ювелирные изделия, семейные реликвии или редкие предметы коллекционирования. Совершенно верно. Хранение этих вещей в сейфе сводит к минимуму риск потери или повреждения. Важно отметить, что содержимое сейфа обычно не застраховано. Нам следует уточнить в банке их полисы. Это хорошие замечания. Нам следует узнать о вариантах страхования или рассмотреть возможность получения отдельного страхового покрытия на наши ценности. Кроме того, важно хранить инвентарь вещей, которые мы храним в сейфе. Документация играет ключевую роль. Совершенно верно. Наличие подробной инвентаризации поможет нам отслеживать наши вещи и при необходимости предоставлять документы, подтверждающие право собственности. При доступе к сейфу нам обычно необходимо предъявить надлежащее удостоверение личности. Это дополнительный уровень безопасности. Правильно. Банки требуют удостоверения личности, чтобы обеспечить доступ к ящику только уполномоченным лицам. Также важно хранить ключ или карту доступа от ящика в надежном месте и отдельно от личных вещей. Совершенно верно. Мы должны обращаться с ключом или картой доступа так же бережно и безопасно, как и с ценными вещами в коробке. Наконец, рекомендуется ознакомиться с условиями банка в отношении сейфа. Быть информированным очень важно. Верно. Прежде чем арендовать сейф, мы должны ознакомиться с тарифами, часами доступа и любыми другими соответствующими правилами. Спасибо. Я ценю ваше мнение о преимуществах и преимуществах использования сейфа. Спасибо и вам. Всегда важно уделять приоритетное внимание безопасности и защите наших ценностей. Будьте в безопасности. Урок 8. Развлечения и упражнения. Привет, Анна. Я подумываю организовать веселое мероприятие для всех членов нашего сообщества. Что скажешь? Привет, Джон. Это отличная идея. Для людей важно, чтобы у них было место для развлечений и занятий спортом. Уверен, что это будет хорошо воспринято. Я собирался устроить день общественных видов спорта. У нас могут быть разные игры и занятия для людей всех возрастов. Звучит фантастически. Это побудит всех объединиться, пообщаться и оставаться активными. Именно так. У нас могут быть дружеские соревнования, такие как эстафеты, перетягивание каната и даже трехмачевая гонка. Это отличные идеи. Это пробудит дух соперничества и создаст оживленную атмосферу.
Я также подумываю включить некоторые несоревновательные занятия, такие как занятия йогой или танцами, для тех, кто предпочитает другой вид упражнений. Это продуманное дополнение. Важно учитывать разные интересы и уровень физической подготовки. Я тоже подумывал съесть полезные закуски, такие как фруктовые шашлычки и настоянную воду. Отличная идея. Это будет способствовать здоровому питанию и станет освежающим лакомством для всех. Мне понадобятся добровольцы для помощи в организации. Хотели бы вы помочь? Абсолютно. Я с радостью помогу вам и помогу сделать мероприятие успешным. Это просто фантастика. Ваш опыт и энтузиазм будут бесценны. Спасибо. Я очень рад внести свой вклад в такое веселое и значимое событие. Давайте начнем планировать и распространять информацию. Уверен, что наше сообщество оценит эти усилия. Определенно. Мы можем создавать листовки и использовать социальные сети для привлечения внимания и привлечения участников. Отличная идея. Мы позаботимся о том, чтобы все знали о предстоящем дне общественных видов спорта. Я с нетерпением жду этого. Для нашего сообщества это будет прекрасная возможность объединиться. Спасибо за поддержку. Вместе мы сможем создать незабываемое и приятное событие. Урок 9. Декор спальни. Привет, Анна. Я делала ремонт в своей спальне и нашла произведение искусства, которое идеально сочетается с декором моей спальни. Привет, Джон. Это круто. Поиск подходящего произведения искусства действительно может объединить комнату. Какое произведение искусства вы нашли? Это красивая пейзажная картина с яркими цветами и безмятежной атмосферой. Это добавляет нотку природы в мое пространство. Звучит прекрасно. Произведения искусства могут создать успокаивающую и уютную атмосферу в спальне. Определенно. Я искала изделия, отражающие мой личный стиль и создающие ощущение спокойствия. Важно окружать себя вещами, которые вам нравятся и помогают вам чувствовать себя комфортно в своем собственном пространстве. Совершенно верно. Я считаю, что окружающая среда сильно влияет на наше настроение и самочувствие. Вы абсолютно правы. Хорошо оформленная спальня может способствовать созданию спокойной и умиротворяющей атмосферы. Помимо иллюстраций, я также подумываю украсить свою кровать декоративными подушками и уютным пледом. Отличная идея. Подушки и одеяло могут добавить вашей спальне комфорт и визуальный интерес. Я просматривал разные дизайны и текстуры, чтобы найти те, которые дополняют общую тему. Эксперименты с различными узорами, цветами и текстурами могут придать интерьеру вашей спальни глубину и характер. Не могу не согласиться с этим. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс и создать пространство, отражающее вашу индивидуальность. Совершенно верно. Ваша спальня должна быть местом, где вы можете расслабиться после долгого дня. Это именно то, к чему я стремлюсь. Умиротворяющее убежище, где я могу зарядиться энергией и вдохновиться. Уверена,
Благодаря вашему вниманию к деталям и продуманному подходу ваша спальня получится красивой. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Мне не терпится увидеть конечный результат. Урок 10. Поиск выгодных авиабилетов. Привет, Анна. Вы когда-нибудь находили отличные предложения на авиабилеты? Какие-нибудь советы? Привет, Джон. Да, я уже находил несколько отличных предложений. Один совет. Следите за срочными распродажами или рекламными акциями, предлагаемыми авиакомпаниями. Это может сэкономить вам много Приятно денег. это слышать. Скоро я планирую поездку. Откуда ты родом? Я из Калифорнии. А я родом из Нью-Йорка. Это шумный город, в котором так много интересного. А как же Калифорния? Что вам в ней больше всего нравится? Калифорния известна своими прекрасными пляжами и солнечной погодой. Мне нравятся мероприятия на свежем воздухе, такие как пешие прогулки и серфинг. Это отличное место для отдыха и наслаждения природой. Звучит замечательно. Я всегда хотела посетить Калифорнию. Возможно, я скоро запланирую поездку туда. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по местам, которые стоит посетить? Абсолютно. Обязательно посетите потрясающее побережье Биксура и осмотрите знаменитый город Сан-Франциско с его мостом «Золотые ворота». И, конечно же, не пропустите очарование Лос-Анджелеса и потрясающую красоту Йосемитского национального парка. Ух ты! Все это похоже на удивительные места для посещения. Я обязательно добавлю их в свой список путешествий. Кстати, есть ли у вас какие-либо советы по поиску недорогого жилья? Конечно. Один совет – подумайте о том, чтобы остановиться в недорогих отелях, таких как хостелы или гостевые дома. Другой вариант – использовать онлайн-платформы, предлагающие специальные предложения по отелям и аренде жилья для отдыха. Гибкое определение дат также поможет вам найти более выгодные цены. Отличный совет. Гибкость в выборе дат может существенно повлиять на поиск доступного жилья. Я учту это при планировании поездки. Определенно. Гибкость также играет ключевую роль в поиске лучших предложений на авиабилеты. Иногда изменение дат поездки на день или два может сэкономить много денег. Я согласен. Важно быть открытым к разным датам путешествия. Это дает вам больше возможностей и повышает ваши шансы найти выгодную сделку. Совершенно верно. Поэтому при поиске авиабилетов обязательно используйте разные поисковые системы для путешествий и сравнивайте цены. И не забудьте подписаться на рассылку новостей авиакомпаний, чтобы получать информацию об акциях и скидках. Это разумная стратегия. Я обязательно воспользуюсь несколькими поисковыми системами и подпишусь на рассылку новостей. Все дело в том, чтобы максимизировать ваши шансы найти эти скрытые сокровища. Именно так. Проявляя инициативу и следя за предложениями на авиабилеты, вы можете сэкономить значительную сумму денег. Счастливых путешествий и отличных предложений. Спасибо. Я ценю советы. Я очень рад начать планировать свое путешествие и, надеюсь, получу отличные предложения на авиабилеты. Хорошего дня! Добро пожаловать! Я желаю вам удачи в поиске этих предложений. Приятного планирования поездки и отличного дня! Урок 11. Эффективные презентации. Привет,
Анна, мне нужен совет, как поддержать нашу презентацию. Привет, Джон. Конечно, я могу помочь. В каком аспекте презентации вам нужна поддержка? Я подумывал добавить визуальные эффекты. Думаете, это хорошая идея? Абсолютно. Визуальные эффекты могут помочь привлечь аудиторию и улучшить понимание. Я тоже об этом думала. Какие визуальные эффекты вы предлагаете? В зависимости от содержимого для представления данных можно использовать диаграммы и графики. Хорошие замечания. Визуализация данных может облегчить их понимание. Вы также можете рассмотреть возможность использования изображений и иллюстраций для передачи концепций. Мне нравится эта идея. Изображения могут сделать презентацию более визуально привлекательной. Другой вариант – включить видео или анимацию для динамического эффекта. Звучит интересно. Видеоролики могут оживить презентацию. Просто убедитесь, что визуальные эффекты актуальны и соответствуют вашим ключевым моментам. Я учту это. Важно иметь целостное послание. Совершенно верно. Визуальные эффекты должны улучшить общее повествование. Как насчет макета и дизайна слайдов презентации? Держите дизайн чистым и незагроможденным, чтобы сосредоточиться на содержании. В этом есть смысл. Простые и профессиональные дизайны обычно более эффективны. Используйте разборчивые шрифты и подходящие цвета для лучшей читаемости. Я позабочусь о том, чтобы текст был четким и удобным для чтения. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Последовательность дизайна также важна на протяжении всей презентации. Я позабочусь о том, чтобы тема дизайна была одинаковой. Это создает целостный внешний вид. Кроме того, потренируйтесь в презентации, чтобы чувствовать себя увереннее и подготовленнее. Отличное предложение. Практика играет большую роль в доставке. Попробуйте использовать киевые карточки или заметки, чтобы не сбиться с пути во время презентации. Наличие под рукой заметок поможет обеспечить бесперебойный поток информации. И не забывайте привлекать аудиторию с помощью зрительного контакта и языка тела. Хорошие замечания. Общение с аудиторией имеет решающее значение для успешной презентации. Наконец, не забудьте оставить место для вопросов и обсуждений в конце. Поощрение взаимодействия может сделать презентацию более интересной. Уверен, что с этими стратегиями ваша презентация будет великолепной. Спасибо. Ваш совет бесценен. Я ценю вашу поддержку. Урок 12. Питательные ингредиенты. Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались об ингредиентах нашей еды? Привет, Джон. Совершенно верно. Важно знать, что мы потребляем. Недавно я прочитал этикетку с надписью «Настоящая курица». Что это значит? Настоящая курица
означает, что продукт содержит настоящее куриное мясо. Ах, понятно. Так что это не просто ароматизатор или искусственный ингредиент. Верно. Это означает, что используемая курица настоящая и не является ее заменителем. Это обнадеживает. Приятно знать, что мы едим настоящее мясо. Определенно. Для улучшения питания важно отдавать предпочтение реальным ингредиентам. Говоря о питании, я заметил, что в некоторых продуктах упоминаются необходимые витамины. Что это значит? Основные витамины относятся к питательным веществам, необходимым нашему организму для правильного функционирования. Значит, эти витамины необходимы для нашего общего здоровья и благополучия. Да, необходимые витамины играют решающую роль в поддержании различных функций организма. Это очень интересно. Можете ли вы привести пример незаменимого витамина? Витамин С – незаменимый витамин, поддерживающий иммунную систему. Ах, я слышала о витамине с его иммуностимулирующих свойствах. Совершенно верно. Очень важно, чтобы в нашем рационе было множество необходимых витаминов. Есть ли другие необходимые витамины, о которых нам следует знать? Витамин D – еще один важный витамин, который помогает здоровью костей. Ах, я слышала о важности витамина D для укрепления костей. Да, очень важно получать достаточное количество витамина D под воздействием солнечного света или из пищевых источников. Я обязательно включу в свой рацион продукты, богатые необходимыми витаминами. Отличная идея. Сбалансированное питание – ключ к оптимальному питанию. Я согласен. Важно помнить о том, что мы вводим в организм. Урок 13. Собеседование. Привет, Анна. У тебя уже было интервью. Привет, Джон. Да, недавно у меня было интервью с технологической компанией. Это важно. Как прошло интервью? Чувствовали ли вы себя подготовленными? В целом все прошло хорошо. Я подготовился, изучив компанию и ответив на часто задаваемые вопросы на собеседованиях. Приятно это слышать. Подготовка – ключ к успешному собеседованию. Совершенно верно. Важно продемонстрировать свои навыки и квалификацию. Они задавали вам сложные вопросы во время интервью. Да, они спросили меня о том времени, когда мне приходилось преодолевать сложную ситуацию на работе. Это может быть сложный вопрос. Как вы с этим справились? Я привел конкретный пример и объяснил, как я решил эту проблему, сотрудничая со своей командой. Отличный ответ. Проявлять навыки командной работы и решения проблем очень важно. Спасибо. Во время интервью важно давать четкие и краткие ответы. Это правда. Умение эффективно общаться очень важно. Они также спросили меня о моих долгосрочных карьерных целях.
Как вы подошли к этому вопросу? Что вы сказали? Я выразила желание расти в компании и брать на себя больше обязанностей в будущем. Это хороший способ продемонстрировать амбиции и целеустремленность. Я считаю, что важно привести свои цели в соответствие с ценностями и видением компании. Совершенно верно. Работодатели ценят кандидатов, которые с энтузиазмом относятся к миссии компании. Они также спросили меня о моих сильных и слабых сторонах. Как вы ответили на этот вопрос? Вы упомянули о каких-либо недостатках? Я сосредоточился на том, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны и отметил слабые стороны, над устранением которых я работаю. Это разумный подход. Это свидетельствует о самосознании и желании расти. Спасибо. Во время интервью важно быть искренними и честными. Добро пожаловать! Я рад, что смог поделиться своими мыслями. Они упоминали о следующих шагах. Да, они сказали, что свяжутся со мной в течение следующей недели и примут решение. Это очень интересно. Надеюсь, вы скоро получите позитивные новости. Спасибо. Я скрещу пальцы. Я расскажу вам о результате. Удачи! Я верю в твои способности. Держите меня в курсе. Урок 14. Жилье для отдыха. Привет, Анна. Ты думала, где остановиться во время отпуска? Привет, Джон. Да, здесь есть уютные отели типа «Постель и завтрак», пляжные отели и даже жилье для отдыха. Отлично. В чем преимущество проживания в отеле типа «Постель и завтрак»? Отели типа «Постель и завтрак» предлагают более индивидуальный подход и часто включают домашний завтрак. Звучит прекрасно. Приятно иметь уютную и гостеприимную атмосферу во время путешествий. Совершенно верно. Отели типа «Постель и завтрак» часто отличаются неповторимым шармом и характером. А как насчет пляжных отелей? Что делает их популярным выбором? Пляжные отели обеспечивают легкий доступ к пляжу и прекрасный вид на океан. Это большой плюс. Удобно отдыхать на пляже, не уезжая далеко. Определенно. Во многих пляжных отелях также есть такие удобства, как бассейны и пляжные рестораны. Звучит как идеальный вариант для такого любителя пляжного отдыха, как я. Аренда на время отпуска – еще один вариант, который стоит рассмотреть. Чем аренда на время отпуска отличается от отелей и отелей типа «Постель и завтрак»? Аренда на время отпуска обычно представляет собой частную недвижимость, которую можно арендовать на короткий период. Ах, так что во время отпуска вы словно находитесь вдали от дома. Именно так. Аренда жилья на время отпуска часто предоставляет больше места и кухню для самостоятельного приготовления пищи. Это удобно. Это дает вам свободу готовить собственные блюда, если хотите. Да, это может быть экономичный вариант, особенно для семей или больших групп.
Понимаю, как это пойдет на пользу. Это обеспечивает большую гибкость. Совершенно верно. При выборе жилья важно учитывать ваши предпочтения и потребности. Есть ли другие типы жилья, о которых нам следует знать? Здесь также есть бутик-отели, роскошные курорты и кемпинги для тех, кто любит кемпинг. Ого, вариантов так много. Важно провести небольшое исследование и найти наиболее подходящий вариант. Определенно. Очень важно читать отзывы и проверять местоположение и удобство. Спасибо. Ваши сведения о жилье для отдыха очень полезны. Урок 15. Участие в содержательных беседах. Привет, Анна. Я не могу не согласиться. Приятно обсуждать эти вопросы вместе. Привет, Джон. Я верю, что содержательные беседы могут расширить наши перспективы. Совершенно верно. Это помогает нам получать новые знания и учиться друг у друга. Важно проводить непредвзятые обсуждения и учитывать разные точки зрения. Я согласен. Это поощряет критическое мышление и способствует более глубокому пониманию. Обсуждение важных тем также позволяет нам бросить вызов нашим собственным убеждениям. Это правда. Это помогает нам расти и развиваться как личностям. Очень важно создать безопасное и уважительное пространство для таких бесед. Определенно. Каждому должно быть комфортно выражать свое мнение. Активное слушание играет ключевую роль в этих обсуждениях. Это проявление уважения и сочувствия. Совершенно верно. Важно слушать других, не перебивая их и не осуждая. Задание вдумчивых вопросов также может обогатить разговор. Отличное замечание. Вопросы помогают нам глубже погрузиться в тему и исследовать ее под разными углами. Обмен личным опытом и анекдотами может сделать разговор более интересным. Да, личные истории добавляют глубины и создают связь между участниками. Для выражения своих мыслей важно использовать ясный и лаконичный язык. Я согласен. Эффективная коммуникация гарантирует, что наши идеи будут поняты. Развитие идей друг друга может привести к более совместному обсуждению. Это правда. Это позволяет нам коллективно исследовать тему и генерировать новые идеи. При всем уважении можно не согласиться. Разные мнения могут вызвать интересные дебаты. Совершенно верно. Мы можем учиться друг у друга, даже если у нас разные точки зрения. Краткое изложение основных моментов в конце беседы помогает сформулировать ключевые выводы. Это отличная практика. Это гарантирует, что мы завершим разговор с четким пониманием. Размышления о последующем разговоре могут еще больше углубить наше обучение. Не могу не согласиться с этим. Саморефлексия помогает нам усвоить и применить на практике то,
Что мы обсуждали? Урок 16. Планы покупок в продуктовых магазинах. Привет, Анна. Мне нужно сегодня сходить за продуктами. Что тебе нужно купить? Привет, Джон. Мне нужно купить свежие фрукты и овощи на неделю. Как насчет тебя? Что у тебя в списке покупок? Мне нужно немного яиц, хлеба и молока. У меня заканчиваются эти предметы первой необходимости. Тебе еще что-нибудь нужно? Да, мне также нужно пополнить кладовую рисом, пастой и консервированной фасолью. Это универсальные ингредиенты, которые всегда можно иметь под рукой. Есть ли у вас в списке другие товары? Помимо основных вещей, я планирую купить курицу, помидоры и салат для салатов. На этой неделе я хочу выбрать более здоровую пищу. А как же ты? Какие-нибудь конкретные планы питания? Звучит великолепно. На этой неделе я планирую приготовить овощное жаркое и суп из чечевицы. Итак, мне понадобятся такие ингредиенты, как морковь, сладкий перец, лук и чечевица. У вас есть какие-нибудь рецепты на Ваши уме? планы на питание звучат очень вкусно. Я подумываю приготовить спагетти с соусом маринара и курицей на гриле. Это простое, но сытное блюдо. Хотите добавить еще что-нибудь в свой список? Спасибо. Ваши идеи о еде тоже звучат вкусно. Думаю, со списком покупок у меня все готово. Тебе еще что-нибудь нужно купить? Думаю, у меня тоже все готово. Я обязательно перепроверю, прежде чем идти в магазин. Быть организованным всегда приятно. Вы предпочитаете делать покупки в определенном продуктовом магазине. Обычно я хожу в супермаркет рядом со своим домом. Здесь удобно и представлен широкий выбор продуктов. А как же вы? Есть ли у вас любимый продуктовый магазин? Обычно я хожу на ближайший рынок. У них большой выбор свежих продуктов, и мне нравится поддерживать местный бизнес. Хорошо, я начну готовить сумки для покупок. Готовы к поездке? Совершенно верно. Я тоже заберу свои многоразовые сумки. Пойдем за продуктами. Удачного шопинга! Спасибо. Давайте сделаем эту поездку успешной. Отлично проведите время за покупками и скоро увидимся. Урок 17. Истоки и путешествия. Привет, Анна. Приятно это слышать. Откуда ты? Привет, Джон. Я родом из Калифорнии. А ты? А, это интересно. Я из Нью-Йорка. Итак, Калифорния. Да. Каково там? Калифорния потрясающая. Здесь прекрасные пляжи, потрясающие горы и идеальный климат. Здесь всегда есть чем заняться и чем заняться. Ух ты, похоже, это место мечты. Я всегда хотела посетить Калифорнию. В каких городах вы жили? Я жила в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Оба города обладают своим неповторимым шармом и достопримечательностями. Сан-Франциско известен своим мостом «Золотые ворота», а Лос-Анджелес предлагает оживленную развлекательную сцену. Это просто фантастика. Я так много слышала о знаменитом мосте Сан-Франциско. А Лос-Анджелес с Голливудом и всеми знаменитостями, наверное, интересен. Что заставило тебя переехать из Калифорнии?
Что ж, я переехала на работу, а также для того, чтобы начать вести другой образ жизни. Я хотела открыть для себя новые возможности и погрузиться в другую культуру. Это смелое решение. Чтобы выйти из зоны комфорта и отправиться на новые территории, нужна смелость. Каков ваш опыт до сих пор? Это было настоящее приключение. Я познакомился с новыми людьми, попробовал новые блюда и многое узнал о разных культурах. Для меня это был ценный учебный опыт. Приятно это слышать. Путешествия и жизнь в разных местах могут расширить наши перспективы и многому научить. Вы бывали в других странах? Да, у меня есть. Мне посчастливилось посетить несколько стран Европы и Азии. Каждая страна имела свою уникальную красоту и культурное наследие. Это впечатляет. Путешествие в разные страны, должно быть, познакомило вас с различными традициями и обычаями. Были ли у вас любимые места? Сложно выбрать только одну. Но я просто влюбилась в Италию. Богатая история, искусство и вкусная еда сделали эту поездку незабываемой. Италия определенно входит в мой список путешествий. Искусство и кухня этой страны известны во всем мире. Когда-нибудь обязательно приеду. Еще какие-нибудь места вы порекомендуете? Греция – еще одно место, которое обязательно нужно посетить. Древние руины, живописные острова и теплое гостеприимство местных жителей делают это место поистине волшебным. Греция звучит невероятно. Меня всегда восхищали древние цивилизации. Я обязательно подумаю об этом в своих будущих путешествиях. Спасибо за рекомендацию. Урок 18. Изучение ночных рынков. Привет, Анна. Вы нашли что-нибудь вкусное уличное питание в этом городе? Я слышала, что ночные рынки – самое популярное место. Привет, Джон. Да, ночные рынки здесь потрясающие. Вы можете найти множество вкусных вариантов уличной еды. Звучит фантастически. Можете ли вы порекомендовать мне какой-нибудь ночной рынок, который мне стоит посетить? Абсолютно. Ночной рынок на берегу реки пользуется популярностью. Он известен своей яркой атмосферой и аппетитными продуктовыми киосками. Похоже, это отличное место для начала. Какую еду я могу там найти? Здесь вы найдете сочетание местной и международной кухни. От традиционных закусок, таких как пельмени и шашлыки, до экзотических блюд разных культур. Это очень интересно. Я всегда готова попробовать новые вкусы. Есть ли блюда, которые вы бы порекомендовали попробовать? Обязательно попробуйте местное фирменное блюдо ся лун ба. Это разновидность суповых клецок с ароматным бульоном и мясом. Это любимое блюдо публики. Ся лунба звучит очень вкусно. Обязательно попробую. Есть ли что-то еще, что мне нельзя пропустить? Не забудьте попробовать вонючий тофу. У него может быть сильный запах, но вкус уникальный и удивительно восхитительный. Вонючий тофу. Да. Я заинтригован. Я попробую. Есть ли вегетарианские или веганские блюда? Абсолютно.
Многие продуктовые лавки предлагают вегетарианские и веганские блюда. Вы можете найти вкусные блюда, такие как овощные спринг-роллы, блюда из тофу и смузи из свежих фруктов. Отлично. Приятно знать, что есть варианты для всех. Могу ли я выбрать себе место на ночном рынке? Как правило, на ночных рынках есть открытые зоны отдыха, где можно посидеть и насладиться едой. В некоторых киосках поблизости также могут быть небольшие столы и стулья. Это удобно. Я с нетерпением жду возможности насладиться едой и погрузиться в оживленную атмосферу ночного рынка. Этот опыт вы не забудете. Сочетание вкусной еды, живой музыки и яркой энергии делает этот вечер незабываемым. Мне не терпится прогуляться по ночному рынку на берегу реки и насладиться уличной едой. Спасибо за рекомендации. Добро пожаловать! Наслаждайтесь гастрономическим приключением и прекрасно проведите время, исследуя ночной рынок. Я так и сделаю. Уверен, это будет невероятное кулинарное путешествие. Я расскажу вам, как все пойдет.